Волга – национальное достояние России. Самая протяженная река в Европе – 3530 километров. Ширина русла до 2,5 километров. В Волгу впадает 2600 рек. Основные источники загрязнения Волги – недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, а также сельскохозяйственные стоки, поступающие непосредственно в реку. На Волге 4 города-миллионника – Казань, Нижний Новгород, Самара и Волгоград. Ежегодно в Волгу попадает 5,5 кубических километров загрязняющих сточных вод. Только 10% из этого объема проходят нормативную очистку. Коммунальная инфраструктура из-за износа стремительно приходит в упадок. На сегодня Волга исчерпала свои возможности самоочищения. В Волгограде проживает 1 миллион 15 тысяч человек. Город вытянут вдоль устья реки на 52 километра. Поэтому было построено 3 независимых очистных сооружения. К 2015 году водоканал города Волгограда накопил критическую массу проблем. Требовалось масштабное обновление ветхих сетей и устаревшего оборудования. Муниципалитеты во многих городах России не имеют собственных финансовых ресурсов на масштабную модернизацию и обновление коммунальных систем и сетей. Поэтому концессия – это самое эффективное решение проблем, выгодное и для муниципалитета, и для бизнеса. Концессионное соглашение является формой государственно-частного партнерства, которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в модернизацию социально значимых объектов муниципальной инфраструктуры. Самое важное отличие концессий от других способов взаимодействия бизнеса и власти в коммунальной сфере заключается в том, что все объекты, переданные по концессионному соглашению и созданные на период действия соглашения, остаются в собственности муниципалитета, не переходя в частную собственность. В 2015 году муниципальное образование «Городской округ город-герой Волгоград», МУП «Городской водоканал Волгограда» и ООО «Концессии водоснабжения» подписали концессионное соглашение сроком на 30 лет для модернизации и эффективного управления системой водоснабжения и водоотведения Волгограда. Это самое масштабное концессионное соглашение в сфере ЖКХ в России. Объем инвестиций в проект составляет 58 миллиардов рублей за весь период. Сфера ЖКХ предельно изношена и требует срочного дорогостоящего ремонта. Состояние инфраструктуры во многом определяет степень независимости государства, поэтому инфраструктурные инвестиции можно буквально назвать стратегическими. Передача инфраструктурных объектов в концессию же, она успешно реализуется в мире вот уже, наверное, более 100 лет. И именно концессия – это наиболее, наверное, реальный, а иногда, наверное, и единственный путь решения проблемы износа инфраструктуры. По протяженности коммунальных сетей Волгоградский водоканал занимает 7-е место в России. В Волгограде 2209 километров водопроводных и 1156 километров канализационных труб. Для организации канализования в обслуживании у концессии водоснабжения также находится 50 канализационных насосных станций и 3 станции очистки сточных вод производительностью 400 тысяч кубометров в сутки. По соглашению компания «Концессия водоснабжения», во-первых, оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, гарантирует поставку коммунальных услуг потребителям. Услугами компании ежедневно пользуется каждый житель города-миллионника. Во-вторых, обеспечивает проектирование, создание, эксплуатацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках предельного объема инвестиций. И третье обязательство компании – достигать установленные в соглашении плановые показатели деятельности. В общем виде модель концессионного соглашения в Волгограде выглядит следующим образом. В процесс взаимоотношений вовлечены 5 участников. Концессия водоснабжения получает в пользование коммунальную инфраструктуру региона для ее модернизации и управления. Кроме этого, муниципальное образование «Городской округ город-герой Волгоград» обязан обеспечить концессионеру необходимые условия для выполнения модернизации объектов имущества, а также согласовывать инвестиционную программу и содействовать при ее утверждении через уполномоченные органы. Инвесторами финансовой модели выступают негосударственные пенсионные фонды. Для финансирования проекта концессия водоснабжения осуществляет размещение облигационных займов с индексируемым номиналом. В октябре 2015 года Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг и программу облигаций. На сегодняшний день осуществлен выпуск 5 серий облигационных займов на общую сумму 7,5 миллиардов рублей. В течение первых 3 лет финансирование инвестиционной программы осуществляется только за счет длинных денег, путем выпуска концессионных облигаций. Это позволяет не поднимать тариф. Возврат инвестиций обеспечивается за счет достижения экономического эффекта от реализации инвестиционной программы, а также за счет снижения затрат на эксплуатацию коммунального хозяйства.
На сегодня произведены выплаты 4 купонов. Общая сумма выплат составила почти 870 миллионов рублей. И это новый формат взаимодействия, непривычный для муниципалитетов. Он принципиально отличается от классической формы работы водоканалов, которые поддерживаются муниципальным бюджетом, не требующим возвратности. Модель финансирования Волгоградской концессии стала прецедентом на рынке российских ГЧП-проектов в сфере муниципального водоснабжения и водоотведения. Самый серьезный вызов при передаче коммунального хозяйства в концессию состоит в возвратности инвестиций. Соответственно, мы получаем совершенно другой подход к бизнес-процессам, другие управленческие решения, другая экономика бизнес-процессов, другая финансовая модель предприятия, другая организация работы людей на предприятии. Мы должны делать все быстро, качественно, недорого, эффективно. Экономическая деятельность компании концессии водоснабжения затрагивает 3 сферы хозяйствования. Во-первых, концессия – это организация водопроводно-канализационного хозяйства, поставщик услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Волгограда. Во-вторых, в формате государственно-частного партнерства компания выступает как концессионер. И в-третьих, она является эмитентом ценных бумаг. Каждая из этих сфер регулируется нормативными актами. Это важное отличие концессионного проекта от остальных форм хозяйствования. По каждому направлению компания участвует в обязательном и дополнительном раскрытии информации. Одним из проблемных вопросов в Волгограде был несанкционированный сброс хозбытовых стоков ассенизаторскими машинами. Для решения проблемы в городе открыли 7 приемно-сливных станций для хозяйственно-бытовых стоков, способные очистить и утилизировать 9 видов отходов 4 и 5 класса опасности. Организацией и строительством приемно-сливных станций занималась компания Роспромэко. Были заключены договоры на прием хозбытовых стоков с более чем 100 перевозчиками, что составляет более половины рынка. На транспортные средства всех перевозчиков установлена система ГЛОНАСС. Контроль пути следования и места сброса ведется в режиме онлайн через спутниковый мониторинг. Также надзорные органы проводят регулярные проверки по выявлению фактов незаконных сбросов. Приемно-сливной пункт осуществляется при наличии договора и паспорта отходов. На станции стоки проходят 3 стадии очистки, смешиваются с водой. Далее по договору с водоканалом попадают на городские очистные сооружения. Управлением приемно-сливных станций занимаются отдельные юрлица. В результате объем принимаемых хозбытовых стоков увеличился с 2000 кубометров в год до 30 тысяч кубометров в месяц. Система водоотведения города практически полностью централизована. Однако ввиду протяженности сетей возникает необходимость реализации проектов децентрализованной канализации. Они обеспечивают экономическую целесообразность перекачки сточных вод на большие расстояния от удаленных объектов. Строительство децентрализованных очистных сооружений позволило полностью ликвидировать сброс неочищенных стоков на рельеф в черте Волгограда. Примером одного из крупных проектов является возведение в поселке Аэропорт очистных сооружений БИОКС-1500, оборудование российского производства. Пропускная способность до 1500 кубометров в сутки. Используемая здесь технология включает полный цикл очистки до норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения. Очищенные сточные воды утилизируются на полях инфильтрации. Осадок и отбросы с решеток утилизируются на полигонах твердых бытовых отходов. Станция работает в полуавтоматическом режиме. Стоимость такого решения составила порядка 110 миллионов рублей. Сфера ответственности частного партнера – выполнение работы по проектированию, строительству и эксплуатации объекта. Муниципалитет обеспечил исходно-разрешительную документацию и кадастровый паспорт территории. Другой пример – в поселке Гумрак. Здесь устройство инженерных сетей позволило применить иное инженерное решение. Установлена канализационная насосная станция, перекачивающая стоки поселка в централизованную систему водоотведения. В целом, за период с 2015 по 2017 год 22 канализационные насосные станции были модернизированы и 2 вновь построены. В рамках инвестиционной программы на период до 2022 года запланировано около 30 крупных проектов в области водоотведения. Сюда входят модернизация и строительство канализационных насосных станций и очистных сооружений, строительство 3 коллекторов, а также локальных очистных сооружений. Вообще водоснабжение сейчас уже новое, новотехнологичное, и технологий достаточно много. Мы в водоканале Волгограда разместили по всей нашей сети 714 контрольных точек. И мы в режиме реального времени видим, в каком месте что происходит. На главной канализационно-насосной станции установили
новые механические решетки. Они работают в автоматическом режиме с минимальным прозором, там 6 мм буквально. Эта новая система очистки позволяет извлекать практически весь мусор из сточных вод, прессовать его и вывозить на полигон. Технология денитрификации, дефосфатации позволяет снизить загрязнение сточных вод. С одной стороны, реализация инвестиционной программы повысила уровень услуг канализования населения. С другой стороны, растет задолженность населения за услуги по водоотведению. Сложный для нас момент – это взыскание долгов. Когда возникает вопрос о том, что долги нужно вернуть, горожане воспринимают это резко негативно. Так вот, искусство стало для нас тем способом коммуникации, который совершенно лишен какого бы то ни было негатива. Концессии водоснабжения реализуют проекты соучастия, позволяющие горожанам проникнуться духом общего важного для города дела. Понимание работы компании изнутри повышает уровень ответственности населения. «Бога во мне» — это фильм, который мы снимали вместе с горожанами. Мы через социальные сети бросили клич, кто хочет побывать на наших объектах, что-то снять и показать людям свое видение коммунального хозяйства. Снимать предлагали буквально на мобильный телефон. Среди проектов с участием горожан множество акций, образовательных мероприятий, школьных экскурсий. Среди них крупнейшее сюжетное граффити на юге России «Путь воды», созданное совместными усилиями концессии водоснабжения, художников и жителей Волгограда. Создание книги раскраски для детей по мотивам этого граффити. Создание спектакля о восстановлении города и водопровода после окончания Сталинградской битвы на основе реальных событий и многие другие масштабные проекты. Водоочистные сооружения северные – это огромный забор, который идет вдоль главной улицы нашего города. Поверху 3 ряда колючей проволоки. Мы решили, что этот забор должен стать основой для сюжетного рисунка. Мы говорим о том, что этот стрит-арт-проект позволил нам сделать бетонный забор прозрачным. Люди увидели, что на самом деле за этим забором находится. Раскраска у нас получилась такая же длинная, как водопровод. Вот в ней 4 метра. Еще одним действием стал редизайн квитанций. Теперь представление информации о начислениях и задолженностях за услуги стало более наглядным и информативным. Мы приняли предприятие с износом сетей порядка 80%. Кстати, эксперты считают, что при износе более 70% ситуация становится неуправляемой. Сейчас, когда прошло 3 года с момента старта, мы можем сказать, что мы теперь видим все процессы, всю систему, контролируем ее и ту динамику, которая была, рост аварийности, рост потерь воды, удалось не только переломить, но и показать динамику снижения. Самое сложное, наверное, это изменить настройки в сознании сотрудников. Начать думать по-другому, понять, что главный человек в компании – это абонент. Это задача такая сложная, особенно там, где концессионеры пришли на место МУПа. Поэтому работу с персоналом предприятия с самого начала нужно ставить в приоритет. Водоснабжение и водоотведение – это система жизнеобеспечения города. Водоканал жизнь обеспечивает. Люди задают себе там вопросы, в чем смысл жизни, там, правильно ли я живу. Так вот, ответ, что я всю свою жизнь обеспечивал людей чистой питьевой водой, я помогал людям, помогал городу, не самый плохой ответ, согласитесь.